Приветствую вас всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня мы разберем еще две модели от Брунелло Кучинелли. В принципе, это даже не две модели, а одна. Значит, базовая это жилетик связан, да? А вторая модель это уже тот же жилет, но с длинными рукавами. Вот посмотрите, вот этот джемпер, значит, спущенное плечо, V-образный вырез, по бокам тоже разрезы, и спинка длиннее сделана, чем не очень сложный. Кажется на первый взгляд, что это резинка 2 на 2, но это далеко не резинка. Давайте мы попробуем с вами в этом разобраться. Да? Вот посмотрите, я вам покажу, как выглядит резинка 2 на 2. И в принципе, видите, что это совершенно не то. Да? Поэтому я посидела немножко, попробовала разобраться. И вот что у меня получилось. Я связала образец. Здесь более из крупных ниток. Вот, посмотрите, мой образец. И мне кажется, что я, в принципе, попала, да? Рисунок несложный, но в нем есть своя изюминка. Поэтому давайте попробуем вместе с вами связать подобный образец. Значит, раппорт этого рисунка у них, значит, 5 петель. Значит, здесь 2 петли, а посерединке у них 3 петли. Значит, раппорт есть 5 петель, плюс, если вяжете поворотным вязанием, 2 для симметрии и 2 кромочные. Значит, я набрала у себя вот, сейчас взяла немножко потоньше, потому что в оригинале там все-таки потоньше ниточка связана, да. Здесь я взяла потолще, чтобы было больше для наглядности, чтобы могли видеть. Итак, значит, я набрала на спицы. У меня здесь 30 петель, то есть делится на 5, плюс 2 для симметрии и 2 кромочные. И как мы начинаем вязать? Вот вы связали резинку, вот я сделала пару рядов резинка 1 на 1, вы связали резиночку, и теперь вы переходите на вязание основного рисунка. И как вяжется он? Значит, лицевой ряд мы снимаем кромочную, и теперь нам надо связать 2 лицевых. Значит, в лицевом ряду мы работаем с лицевыми петлями. Значит, вот лицевая петля. Я спускаюсь на ряд ниже. Спускаюсь на ряд ниже, провязываю лицевую и снимаю. Потом дальше мне тоже лицевая надо. Ну, так как мы переходим с резинки 1 на 1, мы в изнаночную. Опять я вхожу на ряд ниже и провязываю лицевую. Потом 3 изнаночных, так как у нас идет по рисунку. Потом опять нам надо 2 лицевых на ряд ниже. 1 лицевая, на ряд ниже 2 лицевая и 3 изнаночных. Опять лицевая на ряд ниже, лицевая на ряд ниже и 3 изнаночных. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. Значит, 2 лицевые на ряд ниже каждая, 3 изнаночных. 2 лицевых на ряд ниже и 3 изнаночных. Опять 2 лицевых, 3 изнаночных и 2 лицевых, это то, что у меня было для симметрии, и кромочная. Вот легко запомнить, да, в лицевом ряду мы работаем с лицевыми петлями, то есть вяжем их не совсем обычным способом. Изнаночными вяжем обычно. Теперь второй ряд четный по изнаночной стороне. Здесь мы работаем тоже опять с лицевыми. Вот те 3 изнаночных, которые мы провязали здесь, в четном ряду они будут уже лицевыми. И мы будем опять работать с ними. Значит, смотрите, изнаночные я провязываю как изнаночные, вот 2. И теперь мы подошли к 3 лицевым. Здесь мы первую лицевую провязываем как обычно, вторую лицевую на ряд ниже, третью как обычно. И изнаночные, просто 2 изнаночные. Опять первую как обычно, вторую на ряд ниже, третью как обычно. 2 изнаночные. Лицевая первая нормально, вторая на ряд ниже, третья нормальная. Итак, мы опять с вами вяжем до конца ряда. В принципе, вот видите, ничего сложного нет. Первая лицевая обычная, вторая на ряд ниже, третья обычная.
2 изнаночные. 5 раз, вторая на ряд ниже и третья, 2 изнаночные. Первую обычную, вторую на ряд ниже, третья обычная и 2 изнаночные. И вот мы закончили второй ряд. В принципе, раппорт этого рисунка, понимаете, всего 2 ряда, тут ничего сложного нет, да? Значит, третий ряд, опять мы помним, что в лицевом мы работаем сейчас только с лицевыми петлями. Вот опять лицевая, значит, на ряд ниже первую петлю и вторую тоже на ряд ниже. Значит, в лицевом ряду мы каждую петельку из 2 вяжем на ряд ниже, а в изнаночном мы вяжем через одну. Значит, первую как обычно, вторую на ряд ниже и третью как обычно. И 3 изнаночные, ничего не меняем, лицевые 2 на ряд ниже, 3 изнаночные как обычно, лицевую на ряд ниже, изнаночные 3 как обычно. Лицевая 1, 2, изнаночные 3. В принципе, этот узор можно вязать также по кругу. И вот я сейчас вам покажу, как он, то есть расскажу, да, как он вяжется по кругу. Значит, мы вот этот ряд сейчас закончим. Всё. И вот предположим, что нам надо вязать, мы сейчас вяжем по кругу. И вот следующий ряд, сейчас я просто перетащу и покажу вам, как, если вот четный ряд, сейчас 4-й ряд, если бы мы вязали по кругу. Значит, первый ряд мы провязали, работаем с лицевыми, а второй ряд мы сейчас, если мы вяжем по кругу, мы будем делать следующим образом. Вот смотрите, кромочную я снимаю, лицевые я провязываю просто лицевыми. Значит, если мы вяжем по кругу, то один ряд мы работаем с лицевыми петлями, а в втором ряду мы работаем с изнаночными. И здесь мы провязываем то же самое. Первую изнаночную, как обычно, вторую опускаем на ряд ниже и провязываем изнаночные ее. Третью изнаночную, как нормально. С лицевыми мы ничего не делаем. Теперь опять изнаночная. Первая нормально, вторая на ряд ниже, третья нормально. С лицевыми мы ничего не делаем. Это если вы будете вязать этот узор по кругу, да, не поворотным вязанием. Значит, в принципе, все понятно, да, вот этот узор несложный. Вот, посмотрите, сейчас я провяжу несколько рядов и покажу вам, что получается на более тонких ниточках. Ну, вот я провязала немножко вот этот образец, посмотрите, что получается. У меня более тонкая ниточка здесь. Я думаю, что я попала в узор Брунелло Кучинелли 100%. Ну, если кто-то считает по-другому, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я с удовольствием почитаю, приму все ваши, если кто-то думает, что получилось что-то не так. Также я думаю, что вот этим узором очень красиво можно будет и связать шапку, да. Если вы будете вязать по кругу, то вот этот узор отлично подходит для шапки, потому что он хорошо держит форму, вот, и смотрится очень красиво. Вот и сегодня все, что я хотела вам показать. Пожалуйста, кому нравятся эти модели новые из коллекции Брунелло Кучинелли, пожалуйста, вы можете воспользоваться моим рисунком, моим не разработанным, а разгаданным, скажем, образцом и начать вязать такой же жилетик или джемпер. А на сегодня все, что я хотела вам сказать. Пока-пока. С вами была Светлана.